Вайб-кодинг — это когда ты приходишь к нейросети с конкретной задачей. Сделай сайт, собери приложение, выложи проект, найди ошибку, настрой сервис или просто наконец-то помоги разобраться в хаосе на компьютере. И вот тут начинается самое интересное. Современные AI-инструменты уже умеют не просто отвечать текстом, а реально работать с файлами, кодом, терминалом, браузером и проектом целиком, да и в целом с вашим компьютером. Но есть нюанс. Веб-кодинг — это не магия и не кнопка сделать все идеально за пару секунд. Нужно уметь с ним работать, но начать можно действительно быстро. Нейросеть также может ускорять реального программиста или разработчика в разы, но она также уверенно может нагенерировать мусор, сломать проект или сделать вид, что все поняла. Поэтому на этом канале я показываю вайб-кодинг без инфо-цыганства, быстро, простым языком, с нуля. Если вы новичок, вы поймете, как вообще создавать проекты с помощью ИИ. Если вы уже шарите в разработке, сервисах, API, хостингах и всей этой теме, здесь тоже будут полезные наблюдения, инструменты и реальные тесты. Это не я стал программистом за 5 минут и не очередная сказка из ТикТока. Приложение. Можно по старинке открыть нейросеть и просто писать чат. Из бесплатного Qwen или DeepSeek, из платного ChatGPT или Claude. И да, они могут написать вам код, можно попросить: сделай сайт, напиши предложение, объясни ошибку. Они реально что-то накидают. Но проблема в другом. Это все еще просто чат. Он написал вам код, и что дальше? Куда его вставлять? Как запускать? Почему ошибка? Как выложить сайт в интернет? Почему на компьютере одно работает, а на хостинге уже все сломалось? И вот тут многие впервые понимают, что нейросеть написала код, и у меня есть рабочий проект — это вообще разные вещи. Настоящий вайб-кодинг начинается там, где у нейросети появляются руки. То есть она уже не просто отвечает текстом, а может работать с файлами, проектом, терминалом, браузером и вообще с вашим компьютером. Из того, что стоит знать в 2026 году: Codex, Cloud Code, Cursor, Gush, Hermes и OpenClaw. Codex, Cloud Code и Cursor — самый понятный вход для новичка. Это похоже на обычный чат, только этот чат уже может работать с задачами вокруг проекта. Например, я могу попросить найти, что жрет место на компьютере. И нейросеть не просто даст статью, как очистить Mac, а реально посмотрит файлы, составит список и спросит, что можно удалить. Gush и Hermes — следующий уровень. Это уже агенты. Им можно подключать разные модели, давать инструменты, расширять возможности. Гибче, интереснее, но новичку туда лучше не лезть первым делом. Там уже больше настроек, больше свободы и больше шансов просто утонуть. OpenClaw — это вообще отдельная история. Это скорее персональный AI-ассистент, который может жить на вашем компе или сервере, и с ним можно общаться в мессенджерах: Telegram, WhatsApp, Discord и так далее. Для кого-то это надстройка над другими инструментами, а для кого-то это почти основной помощник. Но как первый шаг я бы его не советовал. Сначала нужно понять базу. Есть два способа общаться с нейросетями. Первый — обычный, клиентский. Вы платите за подписку, открываете сайт или приложение и пользуетесь. Так работают ChatGPT, Claude, Codex, Cursor и похожие сервисы. Второй — через API. API-ключ — это, если по-человечески, пароль доступа к модели. Вы вставляете его в программу, и она начинает пользоваться нейросетью напрямую. Деньги списываются не просто за месяц, а за использование. Сколько отправили, сколько получили, сколько модель подумала. Если вы хотите пользоваться несколькими моделями с помощью Gush, Hermes или OpenClaw, или собрать себе рабочее место с кучей моделей, тогда API уже становится важной темой. Напрямую пополнить нейросети из России и Беларуси сложно, карты не проходят и страны не поддерживаются, поэтому люди идут в агрегаторы: Proxy API, AI Tunnel, Польза AI и похожие сервисы. Суть простая: вы платите рублями, получаете API-ключ и используете OpenAI, Claude, DeepSeek, Gemini и другие модели через один сервис. Есть и другой путь — виртуальные карты других стран. Например, через сервисы вроде Antarctic Wallet можно попробовать выпускать зарубежную карту и платить напрямую в личных кабинетах. Мини-итог. Хотите просто попробовать вайб-кодинг? Начинайте с Codex, Cloud Code или Cursor. Хотите разные модели и эксперименты? Смотрите на Gush и Hermes. Хотите ассистента в мессенджерах и автоматизацию? Смотрите на OpenClaw.